Италия на этой неделе как сериал, где в одной серии берут деньги за подход к красоте, в другой пьют шампанское за цену годовой аренды, а в третьей внезапно выясняется, что система снова дала сбой. Сегодня поговорим о том, почему к фонтану теперь пускают по билету, как горы живут без кризиса и что происходит, когда реальная жизнь оказывается сложнее красивых отчетов. Поехали разбираться медленно, иронично и по-итальянски. Начнем с Рима, с места, где обычно загадывают желания, бросают монетки и стараются не думать о бюджете, потому что именно там красота официально получила ценник. У фонтана теперь не только желания загадывают, но и чек пробивают. 7 января в Риме официально вводят платный вход к фонтану. 2 евро с каждого туриста. Местным, естественно, бесплатно, потому что местные так все это видели по дороге за хлебом. Идея простая, почти итальянская. Хочешь быть ближе к прекрасному, подойди к кассе. Это не налог на селфи, а попытка хоть как-то разрулить гипертуризм. Потому что сейчас Треви это не романтика, а такое узкое горлышко. У фонтана уже ограничивают количество людей. Примерно 400 человек одновременно. Теперь обещают целых 2 очереди. Заплатить, кстати, можно будет картой. Все цивилизованно. Власти считают, что так город сможет зарабатывать до 20 миллионов евро в год и тратить их на туристическую инфраструктуру, по крайней мере в теории. Продвигает эту идею чиновник по туризму и крупным событиям. И логика у него железная. Треви – символ, вокруг которого все зарабатывают, а разгребать толпы, мусор и износ паника приходится городу. Но самое интересное начинается дальше, потому что 2 евро – это мелочь. Но сегодня фонтан, завтра площадь, послезавтра. А давайте символический взнос за вид на Колизей, за вид на Пантеон и просто за воздух. Вот тут возникает вопрос. Это разумная защита города от туристического перегруза или первый шаг к Риму, где будет все по жетону? И вот на этом месте хочется сделать шаг в сторону, потому что пока в Риме думают, как взять с туриста 2 евро за подход к фонтану, в Италии есть места, где вопрос «сколько стоит вход?» звучит примерно так. Вы точно хотите знать? Мы переезжаем в горы, туда, где кризис не отменяли. Сделали вид, что его как бы нет. Картина D'Ampezzo, кажется, официально живет. Картина D'Ampezzo, кажется, официально живет на другой планете. Пока вся страна обсуждает цены в супермаркетах и ищет лишние 50 евро до конца месяца, там уже начинается декабрь люкс-класса. Снег, глянец, музыка и деньги, которые здесь не считают, а подают к столу. На склонах день заканчивается не глинтвейном, а устрицами на высоте и шампанским с персональными этикетками. В некоторых шале вечеринки превращают горы в дискотеку под открытым небом. Хозяева говорят без стеснения. Бутылки по 3500 евро заказывают так же спокойно, как где-нибудь эспрессо у барной стойки. Чтобы картинка была совсем идеальной, лобстеров привозят живыми, как будто это не Доломиты, а ресторан, где-то у моря. Внизу ты считаешь евро, а наверху кто-то решает, брать ли 2-ю бутылку к устрицам или нет. И тут уже дело не в зависти, а в ощущении, что правила игры для разных этажей совсем разные. Самая болезненная цифра звучит почти спокойно. До 8000 евро за ночь в новогодней суете с видом на горы. Для кого-то это годовая нервотрепка с арендой и счетами, а для кого-то просто вопрос вкуса. Этот вид или тот. И потом мы удивляемся, почему учителя и медсестры уезжают из горных городов, потому что жить там стало просто невозможно. Олимпиада должна быть праздником страны, но витрина уже сейчас показывает разрыв, который растет быстрее, чем снежный покров. И на фоне этого блеска возникает неприятный контраст, потому что пока в одних местах Италии спорят, какое шампанское лучше подходит к устрицам на высоте, в других вопрос звучит гораздо прозаичнее. А можно ли вообще спокойно спать у себя дома? Потому что роскошь — это не только про деньги. Иногда роскошь — это чувство безопасности.
В Италии можно работать всю жизнь, платить налоги, строить бизнес, а потом внезапно понять, что твой дом это не крепость, а цель. Ювелирный предприниматель из Веченцы сказал, что его ограбили уже 7 раз. Не почти, не попытались, а именно 7. Последний случай был совсем недавно. В конце ноября, поздний вечер, семья закончила ужин, все хорошо. И тут он видит на камерах наблюдениях 3 тени, которые пересекают участок. Не фильм, не страшилка из соцсетей, а обычный вечер в стране, где безопасность все чаще ощущается как такая, знаете, привилегия. По его словам, в этот раз ему удалось заставить злоумышленников отступить. Но страх никуда не делся. Он говорит, что живет внутри собственного дома с постоянной тревогой и никому не пожелал бы такого опыта. После таких историй у людей ломается не дверь, ломается чувство нормальности. Ты прислушиваешься к каждому звуку, проверяешь двор по 10 раз, вздрагиваешь от уведомлений на телефоне и начинаешь бояться отпустить детей во двор. Самое жесткое здесь — повторяемость. В апреле, рассказывает он, была еще одна попытка. Группа из 7 человек якобы штурмовала его предприятие, выбив вход машиной. Тогда он, по его словам, успел приехать и отпугнуть грабителей. И вот тут начинается тема, которая в Италии всегда вызывает жесткие споры. Legittima difesa, то есть самооборона. Он говорит прямо, если бы можно было вернуться назад, он сделал бы то же самое. Потому что, по его словам, альтернатив нет. Он не хотел никого ранить. Он защищал работу всей своей жизни и безопасность своей семьи. В такие моменты человек думает не о философии права, а о том, как выжить и сохранить дом. И это попадает точно на нерв, потому что у многих есть ощущение, цены растут, работать становится тяжелее, а преступники будто чувствуют слабые места. И после таких историй становится понятно, что дело уже не только в криминале или роскоши, потому что когда люди чувствуют себя незащищенными, они начинают задавать один и тот же вопрос. А система вообще справляется? Дом не крепость, работа под постоянным давлением. И остается последний рубеж, на который все надеются молча. Это медицина. В Ломбардии придумали решение, которое звучит почти как медицинский диагноз в системе. Регион запускает план по обучению и найму более 200 медсестер из Узбекистана, чтобы закрыть кадровые дыры в больницах. На проект в региональном бюджете заложили около 900 тысяч евро на 3 года. Важно, эти деньги не зарплатные, а на организацию самого процесса, то есть логистику, посредников, языковые курсы и сопровождение. И все это происходит на фоне скандала в миланской больнице Сан-Рафаэле, где нехватка персонала уже привела к реальному хаосу в отделении. В начале декабря в ночную смену туда привели людей через кооператив. У части из них, по сообщениям, не было нужной подготовки для базовых процедур в сложном отделении. Началась путаница, ошибки, нервные передачи смен, риски для пациентов. Прием новых больных временно остановили. Часть людей перевели в другие секции. Это не сериал про врачей, это Италия, где каждый из нас может оказаться по ту сторону двери приемного покоя. Теперь регион делает ставку на проект с громким названием Inferm East. Первые 10 специалистов уже приехали и проходят обучение в миланских структурах. Параллельно в Ташкенте и Самарканде идут курсы итальянского языка для тех, кто должен приехать в 2026 году. А дальше планы звучат еще громче. Речь идет не только о этих 200 медсестер, а о тысячах в перспективе. И вот тут возникает ощущение, что это скорее пластырь, чем лечение. Почему вообще дошло до импорта медсестер? Потому что работа тяжелая, оплата часто не выглядит справедливой, а выгорание стало нормой. Молодежь выбирает, естественно, другие профессии. Опытные специалисты уходят. По международным сравнениям Италия и так отстают по числу медсестер на душу населения. Пока зарплаты и условия не станут конкурентными, любой привоз будет временным. Нагрузка просто ляжет на тех, кто еще не успел уйти. А если в медицине начинается гонка заплаток, то ударит это по всем. По времени ожидания, по качеству ухода, по цене частного приема, который при нынешних тарифах все больше становится такой
такой, знаете, роскошью для семьи. И на этом фоне все складывается в одну такую картину. Когда медицина работает на пределе, безопасность становится роскошью, ну а жизнь дорожает быстрее зарплат, люди начинают терять не только деньги, но и чувство контроля. И тут еще одна вещь, которая ежедневно бьет по нервам. Это телефон. Если вы живете в Италии, этот сценарий знаком почти всем. Звонок такой с незнакомого номера. Мы звоним вам по поводу свет. Ваш тариф заканчивается. Будет повышение, срочно подтвердите данные. Да, мошенников полно, здесь тоже. Тон уверенный, и время поджимает, вас торопят и пугают. А потом человек либо теряет деньги, либо внезапно обнаруживает, что у него новый контракт. Дороже и хуже прежнего. И вот теперь власти решили пойти ва-банк. Итальянский регулятор связи Agcom объявил новую идею. Локальные колл-центры смогут использовать короткие трехзначные номера. Логика простая, довольно жесткая. Короткий официальный номер, значит, компания работает по правилам. Длинные, странные, иностранные или меняющиеся каждый раз с высокой вероятностью это мошенники. Почему это важно сейчас? Потому что спам-звонки в Италии давно перестали быть просто таким раздражителем. Это полноценный рынок обмана. По данным регулятора, только за несколько дней работы нового антиспуфинг-фильтра были заблокированы десятки миллионов фальшивых звонков. Да, именно так, миллионов, не тысяч. Это лишь часть того, что раньше спокойно доходило до телефонов людей. Схема обычно одна и та же. Звонят якобы от фирмы, от имени энергетической компании или оператора связи. Говорят о проблеме, аномалии, скором повышении цен. Цель не помочь, а заставить вас сказать «да», подтвердить данные или подписать новый договор. И почти всегда он оказывается хуже и дороже старого. Не зря эксперты говорят, около 60% контрактов, оформленных по телефону, невыгодно клиентам. Если реформа заработает, у людей появится быстрый фильтр в голове. 3 цифры можно слушать. Все остальное класть в трубку без объяснений. Особенно если речь идет о свете, газе, интернете или срочных каких-то изменениях. Что можно сделать уже сейчас, не ожидая новых правил? Никогда не подтверждайте личные данные по телефону. Не говорите «да» в ответ на наводящие вопросы. Проверять все только через официальный сайт или номер из счета. И обязательно предупреждать пожилых. Они чаще всего становятся жертвами таких звонков. И если простой трехзначный номер поможет отличить законный звонок от развода, это может оказаться одной из самых полезных реформ для повседневной жизни в Италии. И после всего этого начинаешь понимать, проблема уже не только в деньгах, не только в безопасности, и даже не только в медицине. Иногда система дает сбой даже в самом неожиданном месте. Там, где нас вроде бы должны были учить думать и проверять факты. В Ломбардии много лет подряд в школьной доске стоял человек, который преподавал математику, физику и даже инженерный менеджмент. Ни жалоб, ни скандалов, ни подозрений. Есть только одна деталь. Диплома у него не было никогда. Теперь этим делом занимается уже не только уголовный суд, но и финансовый. Счетная палата Ломбардии обязала 39-летнего профессора вернуть государству 63 тысячи евро. Это вся зарплата, полученная им с 2021 года по поддельным документам. Деньги он должен вернуть в Министерство образования. Схема начиналась почти наивно. Заявка на конкурс на преподавательской позиции. Уверенность в духе. Если умеешь объяснить, диплом — это формальность. И аккуратно заполненная анкета. По документам магистратура с отличием в области инженерного менеджмента. В суде мужчина подделку не отрицал, но настаивал, что не действовал с преступным умыслом, а просто хотел работать и считал, что в состоянии компетентно выполнять свои обязанности. И после всех этих историй про фальшивые дипломы, латание дыр и жизнь в режиме «авось пронесет», хочется наконец сказать, иногда система все-таки работает. Медленно, дорого, скандально, но так, как умеет. Только Рим через 2000 лет истории под ногами. Рим всегда умел делать одно и то же. Не выбирал между прошлым и настоящим, а накладывать их друг на друга. Теперь это стало буквально повседневным опытом. Линия Чи римского метро пополнилась 2 станциями, которые выглядят не как
транспорт, а как подземный культурный маршрут. Это уже не просто станция, это так называемые археостанции, где дорога к поезду проходит через слои римской цивилизации. Под легендарной Виа дель Фори Империале, той самой, что тянется от Колизея к Пьяцца Венеция, археологи на глубине 30 метров обнаружили римские термы императорской эпохи. Их не законсервировали где-то за стеклом, их встроили в станцию. По пути к платформам пассажиры буквально проходят через античные фрагменты со светом, цифровыми пояснениями и ощущением, что ты не спускаешься в метро, а проваливаешься просто во времени. При строительстве станции на глубине 7-12 метров обнаружили целый военный комплекс 2 века нашей эры, казармы гладиаторов. Строительство пришлось полностью переосмыслить. Часть находок временно извлекли, чтобы потом вернуть их обратно, но уже в формате подземного такого музея. Открытие музейного пространства Порто-Метрония запланировано на февраль 26 года. Это не метро в классическом смысле, а инфраструктура в диалоге с прошлым. Рим здесь не раскапывают, в него встраивают. А дальше еще амбициознее. Следующий этап — это станция Пьяцца Венеция, 7-уровневая с интеграцией будущей линии Д метро. Финал проекта намечен на 1933 год. Линия Чи курируется Министерством культуры Италии, и это редкий пример, когда археология в Риме перестает быть препятствием и становится ресурсом. Новые станции — это первые примеры подхода, где инфраструктура не прячет историю, а делает ее частью обычной дороги домой. И на фоне всех этих предыдущих новостей это, пожалуй, редкий случай, когда хочется сказать: да, медленно, но здесь Италия делает хоть что-то правильно. Если собрать все эти новости вместе, получается очень узнаваемый портрет Италии. Здесь берут 2 евро за подход к фонтану, потому что город просто устал от толп. И здесь же пьют шампанское за 1000 евро в горах, пока внизу считают сдачу в супермаркетах. Здесь предприниматели живут как в крепости, потому что безопасность стала расходом. Здесь больницы затыкают дыры импортом медсестер, потому что своих удержать не получается. Здесь в школах годами работает человек без диплома, потому что систему проверок кто-то забыл включить. И здесь же, в этом же самом Риме, строят метро, которое не прячет прошлое, а делает его частью повседневной жизни. Это не хорошая и не плохая страна, это страна противоречий, где великое соседствует с хрупким, а красота с усталостью. Иногда кажется, что Италия живет на автопилоте, глотая проблемы там, где уже нужен просто капитальный ремонт. А иногда, что она все еще умеет делать вещи медленно, дорого, но с уважением к людям и истории. И, пожалуй, главный вопрос тут не в том, платить ли за фонтаны, ввозить ли медсестер или строить метро как музей. Главный вопрос в другом. Для кого это все? Для отчетов, для витрин или все-таки для жизни? Потому что город — это не только символы и открытки. Это люди, которые по нему ходят, работают, лечатся, учатся и просто хотят чувствовать, что система не против них. А Италия, как всегда, дает повод и поворчать, и восхититься. И иногда это все одновременно.